Добрый день всем. Мы опять за рулем. Не едем. Домой едем. После работы. Небо-то уже видно. Вчера пытался автомобиль кое-какую запчасть поменять. Не получилось. Ну да ладно. О чем я сейчас? О том, что мне понравилась ваша реакция, активность. Ролик неожиданно начали смотреть. Причем тот ролик, который ты в основном делаешь на отшибись, они стреляют, которые где-то стараешься какую-то душу вкласть, не смотрят. Иногда не понимаю, как это работает, но да ладно. Это вот такое вот коротко и ясно. Кто понял, тот понял. Кто не понял, не страшно, но я думаю, поняли. Короче, я сделал видос, теперь есть плейлист, что можно купить в Германии. Идея такая, то есть я показал несколько минут, что можно, какие примерно вещи за 1 евро купить. Их еще есть намного больше, то есть в зависимости от магазина, где ты находишься. В ближайшем будущем будут аналогичные ролики на 5 евро, на 10 и так далее. И будем потихоньку поднимать сумму. Так что я в следующий раз, когда буду делать ролик, посмотрю актуальный курс евро к рублю и напишу цену, чтобы вам было легче просто посчитать цену на данный момент. Такие вот дела. Заскочил на автосалон. Вот, смотрите, маленькие Г-классы. Но это не Г-класс, это Suzuki Jimny. Вообще, ну, прикольно. Как у нас говорят, практиш квадратиш. Видите, я еще одну тачку увидел, вот такую вот. Ниссанчик Townstar, выглядит как вот Volkswagen Каблук. Никогда я такую еще не видел. У нее боковые двери, вот они назад отодвигаются. И место, в принципе, есть. То есть вполне таки себе семейный автомобиль. Возьмем на заметку. Там коробка ручная, все как мне нужно. Вот если такая есть семиместная, это вообще будет шикардос. А у нас чтобы было 7 мест. А выглядит так вот. Неплохой. Первый раз такой вижу. Кашкай новые. 5 машин стоит Кашкай новых. Из них 3 продано уже. Сейчас с машинами торговаться тяжело стало. Потому что ничего нового нет. И те, кто автомобили стоят, то есть или ты берешь ее, или идешь дальше. Раньше можно было прийти там торгануться, а сейчас никто с тобой разговаривать не хочет даже. Ты не купишь, другой купит. Вот такие вот дела. И цены прям на некоторые тачки очень большие. Вот в этом цвете вообще, конечно, пушка-гонка, да? Смотрите, такой маленький гелик. Запаска еще здесь. Все как положено по фэншую. Запаска сзади. И открывается дверка вот так вот. Как раз как на крузаках старых. Интересно. Заехал в автосалон по-русски, как наш автохаус. Да, раньше, говорят, машины были 6 цилиндров, 7 сидений, 8 сидений. Сейчас не мотора, хрень какая-то. Даже продавец говорит, но продавать ничего не может. Я просто эту тачку видел, я думал, все-таки ее можно купить с 5 сиденьями, 7-местной, чтобы она была. Но, к сожалению, я сказал, только 5 сидений, но она прям идеальный автомобиль для семьи за адекватные деньги. В ней есть то, что надо. Ну, то есть машинка, которая реально стоит своих денег, новая. Я сейчас говорю о новом автомобиле. Потому что если я сейчас буду аналог смотреть автомобиль с похожей комплектацией на Mercedes или Volkswagen, то, к сожалению, надо будет еще 20-25 наверх ложить, то есть почти в 2 раза больше. А это уже не смешно, реально. И, к сожалению, он говорит, вот он сам стоит, продавец говорит, да, к сожалению, говорит, наше правительство, да, вот борется за экологию, автомобили здесь все, моторы меньше и хуже. В других странах, вон как ездили, V6, V8, так и ездили. Всем похрену на экологию, по-русски говоря. Извините, конечно, если кого-то обидел или ругаюсь. Но, блин, нас здесь давят, глушат на вот этих автомобилях. Ну, куда на них ездить?
Через 100 тысяч километров будешь ремонтировать только, да? Но будем посмотреть. Надеюсь, еще что-нибудь увижу. Я так между делом всегда смотрю, если есть какие-то удобные, интересные варианты. Всегда. Кстати, что я сейчас заметил, едешь по дороге, машин сильно так нет, потому что начались каникулы. Когда в Германии каникулы, это отдельная какая-то история, потому что в основном все стараются куда-то отпуск за границу. Есть, конечно, которые внутри Германии отдыхают, не без этого, но в основном Турция, Греция, Малорка, Бали, Мали, вот это вот все, короче, улетают, и по городу едешь в обед, никого, как никого, я имею в виду, обычно в это время стоишь от светофора до светофора в пробках, а здесь прям проезжаешь, городок небольшой, спокойненько, так 2-3 машины проехал в твою же сторону, навстречу 3 машины, вообще прям изи, на спокойнике, прям отлично. Вот вроде и плюс и минус. Ну, каникулы только 6 недель, то есть уже прошла там неделя-полторы. У нас каникулы начинаются чуть позже. В том регионе, вот, где мы живем, Германия, у нас начинается, в этом году начались летние каникулы 22 июня. И каникулы заканчиваются 22 июня начались и заканчиваются они что-то там 6 или 8 августа. Вот как-то вот так. Посредине прям. Как я сказал, в школе выразился. Ни рыба, ни мясо. Непонятно. И главное, раньше хотя бы там, допустим, до пятницы в школу доходили, в понедельник опять, ну, после каникул, ровно 6 недель летние каникулы и опять в школу. А здесь получается понедельник, вторник, среда, в четверг каникулы начинаются, и потом во вторник или в среду в школу. Такой бред, просто вот бред, потому что там разорвана неделя, здесь разорвана неделя. Но с другой стороны, поскольку страна такая маленькая, не могут все рвануть, то есть все 16 земельных регионов Германии не могут сделать в одно время каникулы, потому что везде законы разные, учебная система чуть-чуть тоже разная, из-за того, что очень такая, особенно у нас, Северная Рейн-Вестфалия, очень плотное население. Если сейчас все рванут в одно время, допустим, скажем, 20 июня или 15 июня, все в одно время рванут на каникулы, у нас будет просто вот вся страна, это будет одна большая пробка, то есть будут все стоять, и никто никуда не уедет. И так тяжело, как бы, вот чувствуется, когда в пятницу все со школы отучились и полетели по автобану на юг, уже чувствуются пробки, да? Так что такие вот делишки. Короче, мы решили еще прогуляться в магазин. В принципе, сейчас сквер пустая, и тут идем такие. И просто вот такая вот шикарная тема, смотрите. Вот посмотрите, какая ласточка, а? Как новая, я не знаю, это 68-го или 67-го. Но тут реально все обновили. Просто ласточка. Тут идешь, так идешь по улице, да, и такое произведение искусства. Вот пару лет назад с такими игрушками еще Need for Speed игрались. Тут стоит на улице. И это такой экспонат, который в цене растет, реально растет. То есть новые модели, которым лет 15-20, они в цене замерзли, начали расти вверх. А эта модель 67-го, 68-го, скорее всего, может быть даже 72-го. То есть в районе 50 лет этой тачки, 50 плюс даже. Нормально по цене. Выглядит, конечно, просто вот так. Еще и кабриолет. Это вообще сразу же автоматически за кабриолет сразу же 10 тысяч наверх можно уложить просто. Vielen Dank für Ihre Treue.
у нас булочная прям недалеко возле дома закрылась, то есть к 1 июля все. То есть вот это вот булочная здесь много лет, очень много лет покупал булочки. Все, закончилась история. То есть по-немецки это Бäckerei, булочная, да. Ну, не знаю сколько. Я только помню эту булочную по этому адресу, еще когда я не жил в этом регионе, в этом районе города, ну скажем, лет 16-17. Если мне память не изменяет, может быть даже на этом месте было 20 лет булочная, да, так что просто 20 лет истории булочной в один момент закрылись. Скорее всего, это связано просто с повышением арендной платы за место и с повышением, конечно же, цен на электричество, потому что вот эти вот духовки, где булочки пекутся, подогреваются и так далее, это все как бы, ну, на электричестве, да. И это, конечно же, печально, потому что рядом с этой булочной школы, ну, как бы в школьное время, кроме каникул вот этих вот летних, да, то есть школьники там и утром идут в школу, берут, и на работу ты едешь мимо, берешь, и в обед школьники приходят, берут, какие бы там цены бы не были, да. Она, конечно же, скажем так, не совсем такие дешевые, но, в принципе, так между делом булочку взять, ну, как бы, ё-моё, это еда, это топливо для организма, то есть ты кормишь свой организм, это топливо, чтобы у тебя была энергия, чтобы ты мог двигаться дальше. Ну вот, не знаю, сколько точно там было. Это булочная, то есть я думаю, что около 20-ки, то есть лет 20 там пробыла, она пробыла. И это, конечно же, печально, что больше булочной это нет, то есть это была, в принципе, недалеко возле нашего дома. Надо теперь искать где-то дальше, ездить еще дальше. То есть, опять же, ты был на автомобиль, бензин и т.д. и т.п. Сегодня тут самый влажный формат, как вот влог записывал целый год. Давно уже это не делал, то есть сегодня дневники тяжело было. Да, играет, вон, церковь там, орган играл. Только камеру включаешь, чуп, замолчали. Они как будто чувствуешь, что их там послушают. Раз, тишина такая. По идее, утром служба будет. Сейчас бы вот здесь удочку, да, смотрите. Просто
Нет, так не пойдет, эта камера вылечит. Килька. Каникулы только начались, надо уже покупать тетрадки на новый учебный год. Короче, в школе дают листочек большой, там стоит номер тетрадки, сколько штук, для какого предмета. Сейчас покажу. Там учителя раздают, там прям стоит 4, 7, это одна тетрадка, это 2, 21, 1, 25, 2. Все они под определенный этот самый, да, тетрадки. Разный номер 7, 53, 20, 26. Все продумано. Пока мама покупает тетрадки, мы посмотрим автомобили. Вот, один из таких важных производителей в Европе, Burago. У меня даже тоже есть такая фирма тачки. И вот еще Майстер. Вот автомобили, вот масштаб 1.24. Есть масштабы 1.18, вот такие вот, побольше уже. И стоит, смотрите, Lamborghini. О, клевая тачка. Охотники за привидением, пятнашка. Чего только нету. Вот старые машины. Night Rider, Формула, вот, DeLorean, 13 евро. Феррари, Порше. Вот жесть. Веспа. Короче, на любой вкус и цвет. А вот такой мустанг, как мы на улице видели, только с крышей. Ну, конечно же, Volkswagen. Но это тоже как-то знаю. Вот такие вот делишки. Лучше такие тетрадки, все школьные вещи до того приготавливать перед, ну, как вы уедете в отпуск, потому что проще будет после отпуска приехать, не надо по магазинам бегать, тетрадки еще покупать. Так что только каникулы начались, сейчас все это сразу делаем, все запаковываем, уже готовы будет ребенок на следующий учебный год. Все продумано. Игрушка, да? Смотри, вот такое у нас. Сейчас такой в детском мире посмотрим. Мелюзга такая за 5, за 6, за 8 евро. Ничего путнего не лежит, если честно. Сейчас пойдем в другое место, где игрушки лежат нормальные. Вау! Баль. Вот это прикольно вылетелось. Железные крючки, головонки. Металл, пуцин. Короче, вот этот пластиковый мусор, ничего путнего нет. Сейчас покажу вам нормальные игры. Nein, 25. Можно собирать ее. Интересно. Катапульта. Вот, самые нормальные игры. Вот, головоломки всякие с металла, да. Вот, что-то бэкгеймы, что-то типа нардов, карты всякие, кубики, рубики. Самое классное, что вот эти игры работают без всяких подзарядок, без аккумуляторов, без пауэрбэнков. Самая клевая игра. Купил, всегда работает. В любое время суток. Не надо к электричеству подсоединять. Да. Смотрите, чего только нету. Игры всякие, головоломки. А здесь вон карта есть. Здесь какие-то вон такие собирать. Вот нормальные карты. Валет де дама. Знакомые, да, для покера. Чего только нету. Вот это прикольно. Вот это да. Вот есть специальные карты. Вот. С тракторами, с тачками, мотоциклы. Это что такое? Вот карта отдельно для покера. Вот он. Вот, кстати. Вот он. Самая клевая штучка, смотри. Кубик Рубик. А? Кубик Рубик. 18 евро. Роботы вон такие, как у нас всегда. Вводим вот так вот, смотрите. Такая есть аркадная консоль, старые игрушки, 202 игры. Нашел, если он, сын нашел, 220.
похоже на Nintendo DS. Прикол. Стоит Bluetooth. Что можно купить за 50 евро? Вот. Кепка, да? Смотрите, а кепку кто-то съел. За вот эту обглоданную кепку надо еще бабки платить. Сколько она стоит? 30 евро, на. Он дротит на Xbox. Ну такой вот денек. Сегодня прям и работа, и магазины, и город. Все сразу дела сделали. И видели, монетизацию сдал. Всю мелочь туда высыпали. Нормально. На бензин на 3 дня хватит. Что еще? Еще хотел. Такая маленькая такая информация. На днях еду в отпуск на мотоцикле. Не один. Все остальное попозже, конечно же, в этих будут отдельные видосы. Будут записывать еще на GoPro, конечно, контент. Но это уже с GoPro будет монтироваться только зимой. Это специально на зиму такое путешествие. Такие вот дела. Всем продолжение следует.